Всем привет! Вы на канале Мистер Ганс Онлайн. Сегодня я продолжаю рубрику. Каждый мон обзор. Ну а героем сегодняшнего видео станет Валькирия. Начнем с огненной. Она является балансером, и первый ее скилл восстанавливает себе ману с стопроцентным шансом на 50%. Второй скилл станет всю вражескую команду с 80% шансом на один ход. Данного астромона можно делать двумя способами. Во-первых, как атакера, поставив на нее гемы на крит шанс, атаку и крит дамаг. С сетом гемов на армор, руин, интуишн, бастион, лич и сифон. Данный вариант лично мне кажется сильно требователен к доп-статам, и я бы не рекомендовал его для игроков ниже 50 уровня точно. Дальше, возможно, вы найдете ей применение как атакеру в определенной команде. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, антихил, щит от атаки, сифон, повышенный урон по целям с низкими показателями защиты, full buff breaker, увеличение атаки при нанесении урона и самоотхил. После Тсевы Валькирия получает скилл, который дает 25% шанс наложить антирезист на 2 хода на цели, находящиеся под станом. Оно и понятно, ведь фишка Валькирии огня как раз в том, что она может не выпустить врагов из стана. Второй вариант ее сборки, по-моему, лучше ей подходит. Для Валькирии в сборке танка нужны гемы на ХП, ХП Деф, либо Деф, Деф, ХП. Сеты гемов на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Healer, Маги, Бастион и, конечно, Пигулист. Из скиллов супер вознесения подойдут Резист, Антихил, Full Buff Breaker, Сифон, восстановление маны всей команде при нанесении урона и самоотхил. Почему же предпочтительнее второй вариант? Я не зря сказал о том, что в сборке атакера ей потребуются хорошие доп-статы, так как, чтобы разогнать ей урон для приемлемого дамага, нужно постараться, а сделать из нее танка плевое дело. Конечно, в обоих вариантах вы получите хорошего астромона, но использовать ее как танка будет легче. Использовать Валькирию огня можно на всех локациях, подземельях, башнях и на арене, как в атакующих, так и в защитных командах. Если все-таки учесть ее скиллы, то думаю, роль танка для нее будет идеальна. Далее поговорим о Валькирии воды. Она является атакером, и первый ее скилл увеличивает наносимый ей урон на 50% по одной цели. Второй скилл снижает защиту всей вражеской команде с стопроцентным шансом на 2 хода. Для данной сестры путь только один – в атакера. Для нее подойдут гемы на атак, крит шанс или атак, крит шанс, крит дамаг. Если же вам удастся получить показатель крит шанса около 90% без гема на крит шанс, то ставьте смело крит дамаг, хп и атаку. Она имеет и внушительный урон, и хорошую защиту. А после Тсевы она еще получает скилл, который после третьего фантазма увеличивает силу атаки всей команды на 50% на 2 хода. Если поставить ее в лидера, то получим еще пассивное увеличение атаки на 40-45%. Попахивает ваншотами. Теперь, думаю, понятно, почему ей так важен крит шанс. Разогнать атаку до максимума ей не проблема. Главное не забывать про защиту. Тот самый гем на хп может стать для вас тем самым недостающим статом. Сеты гемов подойдут на Бастион, Армор, Руин, Интуишн, Сифон, Longevity и Indomitability. Из скиллов супер вознесения подойдут Резист, Самоотхил, повышенный урон по целям с низкими показателями защиты, самоотхил и щит от атаки. Не стоит недооценивать Валькирию воды. Она прекрасно чувствует себя как на локациях, башнях и подземельях, так и на арене в атакующих командах. Для защитной команды она, к сожалению, не подойдет. Если сделать ей правильный билд, враги будут с легкостью рассыпаться. Следующая Валькирия травы. Она является балансером, и первый ее скилл восстанавливает себе хп и ману на 20%. Второй скилл восстанавливает всей команде хп на 10% от ее максимальных. Пусть все выглядит красиво и слаженно, но на самом деле, чтобы астромон заиграл, необходимо жуть как постараться. Делать из нее атакера точно не стоит. Получить достаточный показатель атаки у вас не получится. Да это и ни к чему, если забыть про защиту. Из этого следует, что из Валькирии травы может выйти только танк. Не сказал бы, что самый лучший, потому что все же про урон придется совсем забыть. Но ее выживаемости при правильном билде может позавидовать даже Виктория огня, а польза для команды будет неописуема. А после Тсевы она получит скилл, после третьего фантазма которого вся команда получит щит, уменьшающий получаемый урон на 2 хода.
Ей подойдут гемы на 3 хп, либо хп деф. Все зависит от доп статов дефа. Он должен быть не меньше 5000. Конечно, показатель резиста и крит резиста на высоком уровне. Сеты гемов подойдут на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Bastion и очень рекомендую Пигулист или Хиллер. Последние два сета гемов сильно меняют ее геймплей. В первом случае, вдобавок ко всем отхилам, она будет станить врагов, тем самым давая вам передышку. Второй же вариант добавляет ей выживаемости. Тут уже решать вам. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, антихил, full buff breaker, восстановление маны всей команде при нанесении урона, сифон и самоотхил, который сделает ее еще более неубиваемой. Остальные случаи скорее подойдут под пигулист сет для еще большей грязи, таким образом делая ее саппортом. Использовать ее можно на локациях, башнях, подземельях и на арене как в атаке, так и в защите. Какой вариант выбрать, решать вам. В обоих случаях урона от нее вы не увидите. Теперь поговорим о Валькирии Света. Она является балансером, и первый ее скилл вводит одну цель в состояние шока с 100% шансом на один ход. Второй скилл вешает щит на всю команду, который уменьшает получаемый урон на 2 хода. После обновления данная сестра стала гораздо хуже. Многие перестали ее использовать в силу того, что атакера из нее больше не получится. Даже несмотря на хорошие защитные характеристики, танк из нее получается тоже не очень хороший, но третьего не дано. Поэтому ей нужно ставить гемы на деф хп, либо хп деф. Сеты гемов подойдут на Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Маги, Healer, Bastion и Пигулист. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, самоотхил, антихил, сифон и восстановление маны всей команде при нанесении урона. Данную сестру я бы не рекомендовал. Урона в достаточном количестве от нее вы не получите. Хорошим танком она тоже, увы, не будет. После Тсевы она получит скилл, который активируется после того, как хп Валькирии опустится ниже 50%. С каждой атакой она будет восстанавливать хп и ману всей команде на 10%. Набор скиллов, прямо скажем, несовместим, поэтому ее редко где можно увидеть или использовать. Для локации башен, конечно, сойдет, но для арены прочего использовать ее я бы не рекомендовал. Есть много более полезных аналогов. По итогу получается каша, и вам вечно будет не хватать того или иного стата. А используя ее в разных командах, вы почувствуете ее бесполезность. Ну и последняя Валькирия Тьмы. Она является танком, и первый ее скилл станет одну цель с шансом 90% на 2 хода. Второй скилл вешает запрет на активацию скиллов, при котором они перестают работать. Всей вражеской команде с 80% шансом на 3 хода. Вот мы и дошли до одного из самых неприятных противников на арене. У многих, увидевших ее на арене, отпадает желание еще раз сражаться против нее. В правильной команде Валькирия Тьмы творит жуть какую грязь и способна переломить ход боя. Делать ее нужно в танка. Для нее подойдут гемы на хп деф, либо 3 хп. Необходимо получить хорошие доп-статы атаки и хп, хоть базовый показатель хп и повышен, потому что после Тсевы она получит скилл, который после третьего фантазма активирует щит на всю команду пропорциональный максимальному хп Валькирии, который может дать ту самую необходимую передышку при бое с сильным врагом. Ей подойдут сеты гемов на Bastion, Life, Protection, Convection, Longevity, Indomitability, Healer и куда же без Пигулиста. Из скиллов супер вознесения подойдут резист, самоотхил, антихил и full buff breaker. При таком билде она будет очень крепкой, и пробить ее, увы, смогут далеко не все. А она, в свою очередь, будет жестоко дебафать врагов, не давая им и шанса. Конечно, ей будет легче в темной команде деферов или саперов, которые отлично дополнят ее потенциал. Использовать ее можно где угодно, она пригодится и в качестве танка, и в качестве дебафера. Подводя итоги по Астромону Валькирия, могу точно посоветовать делать огонь, воду и тьму. Трава, конечно, неплоха, но думаю, не стоит тех усилий, а светлая тем более. Ну и на этом я заканчиваю разбор Астромона Валькирия. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, кого сделать следующим. Ну а с вами был Мистер Ганс. Всем удачи, всем пока.